Одним из важнейших элементов современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, в частности зерновых культур, является защита их с помощью пестицидов. Пестициды вносятся на самой начальной стадии подготовки семян к посеву, и эта процедура называется протравливание семян. Технически процедура эта состоит в том, чтобы на каждое семечко, на каждую семянку зерновых культур или зернобобовых культур нанести хотя бы несколько капель ядохимиката. Для осуществления этой процедуры используют специальные препараты, которые называются протравители семян. Для реализации камерного метода на нанесение ядохимиката на семена наше предприятие выпускает машину, которая называется PS-20. Это протравливатель камерного типа. Он является полностью автоматической машиной, работающей в автоматическом режиме, имеющей электрический привод от сети питания 380 вольт. Как и любая машина данного типа, он состоит из следующих элементов. Имеется некий загрузочный механизм, в данном случае это шнек. Шнек Т-образной формы, задача которого подбирать семена из бурта и транспортировать их в бункер предварительного накопления. Система загрузки и выгрузки семян оборудована шнековыми транспортерами. Транспортеры оборудованы цельнотянутой спиралью с углом наклона, предотвращающим защемление и повреждение семян. Спираль отличается точностью изготовления, что позволяет выдержать заданный зазор между шнеком и непосредственно кожухом. Бункер предварительного накопления – это вот эта синяя часть. Здесь накапливается зерно, затем оно через механизм дозирования, управляемый вот этой заслонкой, подается в камеру протравливания. Здесь в камере протравливания установлена форсунка, которая на падающие в камере протравливания семена наносит ядохимикат. Жидкость попадает в камеру от системы дозирования, представляющей собой насос и систему регулировки подачи жидкости. Сама жидкость находится в баке. Емкость бака составляет 210 литров. Бак сделан из ротационного полимера, то есть не подвержен коррозии, достаточно прочный. Далее, жидкость по трубопроводу поступает в камеру протравливания, где форсункой наносится на падающие семена. Уже протравленные семена попадают в выгрузной шнек и транспортируются в транспортное средство для того, чтобы доставляться на поле и загружаться в сеялки. Машина управляется датчиками и работает в полностью автоматическом режиме. Задача оператора состоит только в том, чтобы обеспечивать направление движения машины. Делается это с помощью рулевого механизма, управляемого вот этим рычагом, и следить за тем, чтобы уровень жидкости в баке не упал до минимального. То есть постоянно поддерживать необходимое наличие жидкости в баке. Все остальное машина делает полностью автоматически. Когда начинается рабочий процесс, машина включается в автоматический режим, опускается шнек, и пока зерна ни в бункере, ни в шнеке, ни в выгрузном, ни в загрузочном шнеке нету, машина начинает двигаться вперед. Движется она до тех пор, пока не доедет до бурта, после чего начинается загрузка семян в бункер предварительного накопления. В бункере предварительного накопления установлены 3 датчика. Нижний, верхний и средний. Датчики, управляющие автоматической работой машины, во-первых, отличие их состоит в том, что они емкостного типа. Второе их преимущество состоит в том, что у них нет подвижных частей. И третья особенность этих датчиков состоит в том, что они программируемые. То есть мы с помощью специальных клавиш, расположенных непосредственно на датчике, можем настроить чувствительность датчика и можем настроить задержку времени срабатывания.
С помощью этих нескольких функций мы можем управлять эффективностью работы машины в зависимости от высоты бурта. При низких буртах мы можем настроить датчик на более позднее срабатывание, при высоких буртах на более раннее срабатывание. В камере протравливания, где, собственно, происходит процесс нанесения ядохимиката на семена, расположена форсунка. Форсунка эта разработана нашим предприятием, запатентована. И отличие состоит в том, что она имеет несколько дисков, каждый из которых распыляет часть подаваемой в камеру протравливания жидкости. Задача наша состоит в том, чтобы обеспечить при одном и том же количестве подаваемой в камеру жидкости максимальное количество образовавшихся капель. Причем капли эти должны быть строго определенного размера. Так вот, для того, чтобы обеспечить достаточно тонкий распыл, мы создали форсунку, которая позволяет разделить общий поток жидкости на несколько частей, и каждую из этих частей распыляет отдельный диск. Привод форсунки осуществляется от вот этого двигателя через ременную передачу. Форсунка установлена на оси камеры протравливания, и поступающая на нее жидкость распыляется дисками, вращающимися с частотой 3000 оборотов в минуту. Это позволяет достичь оптимального дробления, оптимальных размеров капель и очень качественно распределить жидкость по периметру камеры протравливания. Наличие нескольких дисков обеспечивает повышенное время пребывания каждого семечка, каждой семянки в зоне обработки. Это время в 2-3 раза превышает время пребывания семян в зоне обработки для обычных протравливателей, выпускаемых другими предприятиями. Для подачи жидкости в камеру протравливания используется насосная установка, которая представляет собой диафрагмовый насос, приводимый от электродвигателя с питанием на 12 вольт постоянного тока. Производительность насоса достаточно для того, чтобы обеспечивать и нужное количество жидкости, подаваемой в камеру протравливания, и обеспечивать перемешивание жидкости, находящейся в баке. Настоящий протравливатель оборудован специальной системой промывки. Заканчивая смену, мы должны очистить все трубопроводы от остатков ядохимикатов для того, чтобы впоследствии не произошло отложение ядохимиката, залипание клапанов, залипание составных частей, засорение фильтра и так далее. В обычных машинах, которые используются в настоящее время и в которых отсутствует система промывки, этот технологический процесс занимает достаточно большое время, до часа, иногда и более. Для того, чтобы избежать слива остатков ядохимиката из бака, избежать промывки бака и так далее, система промывки позволяет выполнить эту процедуру буквально за 5 минут. Для этого нужно специальную канистру, которая впоследствии может использоваться и для мытья рук, налить чистой воды и с помощью вот этих кранов переключить забор жидкости вместо основного бака на забор жидкости из канистры. Поскольку здесь у нас чистая вода, то, соответственно, мы промываем фильтр, промываем насос, промываем систему регулировки подачи жидкости в камеру протравливания, не освобождая основной бак от остатков ядохимиката. При этом жидкость, которая пройдет через фильтр, насос и систему регулировки, снова сливается обратно в бак. Это позволяет сократить затраты времени на промывку и, соответственно, увеличить производительность машины.